четко. Приветствую всех. Прежде чем мы начнем, я хотел бы представить вам нашего нового соведущего. Это уже всем вам известный наш комментатор Роман Михайлов. Только топ-дог. Ну а теперь к делу. 25 июня вас ждет незабываемый турнир, имя которому Топ-Дог 9. Впервые любой желающий сможет поприсутствовать в самом эпицентре сражений. И для этого достаточно лишь купить один из 50 оставшихся билетов на нашем сайте topdogfc.ru. А для всех, кто по каким-либо причинам сможет смотреть турнир только на расстоянии, наш партнер Ростелеком дарит такую возможность на платформе Wing. Для жителей СНГ трансляция будет доступна на Мегого. Только там и больше нигде в режиме реального времени вы сможете погрузиться в атмосферу лучших кулачных боев планеты Земля. Абсолютно бесплатно! С этого сезона у нас мощнейший генеральный спонсор, всем известная легальная букмекерская контора Олимбет. Когда-то я сам ставил в Олимпе, и мне удалось вырвать у них сочный кусок, поэтому я могу смело вам гарантировать, что все выплаты будут приходить четко и в срок. Ну а специально к новому сезону Топ-Дог Олимбет дарит новым клиентам 1000 рублей. Вводи при регистрации промокод DOG и получай на счет приветственный бонус. Но сделать это можно в одном из самых удобных приложений – Олимбет. Ну а с размещением бойцов нам в который раз помогает комфортабельнейшая сеть отелей «Азимут». Сегодня же мы собрались в этом прекрасном зале для проведения конференции, предвещающей грядущую битву. Изначально этот турнир не планировался таким богатым на громкие имена, но жаркое лето внесло свои коррективы, и карт зажегся новыми принципиальными сражениями. И более того, вы увидите сразу 2 битвы за чемпионские перстни, а также кровопролитные бои с участием ярких звезд нашей организации. Давайте же поприветствуем участника первого из них, молодой и дерзкий, на словах и в бою резкий, бригадир Орловской группировки нашего проекта Валерий Особов по прозвищу Орел. Против него соучастник одного из лучших боев года, родом из Памира, Ти-Джей Якин Мукамадшоев. На охоту выходит нокаутирующий своего первого соперника и сломавший челюсть второму профессиональный боксер Анис Челаев из Таджикистана. А в роли зверя будет противостоять ему свирепый дагестанский панчер, которого вы все так давно ждали. Гази Магомедов Гази по прозвищу Зохан. Ну и пришло время поприветствовать нашего бесстрашного башкирского самурая, не знающий жалости к своим врагам и разящий их словно катаны, Наим Даудов. Противостоять ему в этой сечи отважился опытный кулачный боец Антон Щипачев по прозвищу Харон.
Мы переходим к главным боям этого вечера. Настоящий гладиатор, пробивающий себе дорогу к перстню кровопролитными боями, превратит в Колизей наш ринг вновь. Прямиком из Украины, города Мариуполя, Ханаков Бавар. А разделит с ним арену, бескомпромиссный и не знающий шагу назад, награждающий травмами всех своих соперников. Коля Чибис. Ну а теперь чемпионские бои. Ведь в весовой категории до 80 килограмм встретится комментатор нашего турнира, который... Не ты, который еще в прошлый раз должен был оказаться в ринге и сразиться за заветный перстень. Возвращается к прежнему амплуа Денис Ураган Дулла. Всем известный представитель воздушно-десантных войск, уличный боец, кулаки которого знает весь Торопец, Макс Федоров по прозвищу ВДВ. И это не единственный чемпионский бой, который будет полыхать в этот жаркий вечер. Ведь в весовой категории до 70 килограмм встретится Безжалостный вятский князь, который пришел доказать всем, что не звание и регалии решают в кулачных боях, а желание и умение делать свою работу жестко. Алексей Мельников по прозвищу Мельник. А противником его в этой битве за перстень станет один из самых техничных мастеров кулачного боя из Ростова-на-Дону, которому всегда удается выйти сухим из воды, не оставив ни шанса сопернику. Это Мустафа Шарипов по прозвищу Беспощадный. Итак, все в сборе, и мы начинаем. Коля, считаешь ли ты Бавара самым сильным соперником из всех, что у тебя были ранее? Я считаю Бавара самым мотивированным, наверное, соперником. Он идет по головам. И одного из немногих бойцов, которые вот остались на этой планете, который может реально задать бой, показать трубку и устроить кровавую баню в ринге. Всем привет, с вами Михаил Долгополов по прозвищу Сивый. Да, мне кажется, кого-то здесь не хватает. Кого-то не хватает? Не хватает, мне кажется, Махмуда Мусалова и Владислава Туйнова. На самом деле, да, Махмуду Мусалову предстоит серьезный бой. Возможно, он будет носить претендентский характер. Его соперником будет очень серьезный спортсмен, который выступает, на мой взгляд, в самой лучшей организации по кикбоксингу «Глория». Это Владислав Туйнов. Ничего... Боец, мастер спорта международного класса, у которого более 300 боев по любителям. И я думаю, нас ожидает очень красочное сражение. А Махмуд такой человек, что он больше привык показывать все в ринге, а не словами на конференциях. Но в следующий Это ж раз... бой в силе, все будет. Я думаю, да. Все, слава богу. Я думаю, вот этот вот вопрос Силва значит только одно, что нам постоянно писали зрители много вопросов в этот раз. И самый частый был, не помер ли Сивый от ожидания. Все, ответ дан, Сивый жив-здоров. Он хочет сам ответить на вопрос. Только... Да, я жду соперника за перстень. Даже если он не определится вот в этом бою, то я буду спускаться и драться там. Потому что я устал уже без боев, и я голоден и хочу драться. На самом деле, действительно много вопросов насчет Сивова и почему так долго мы не видим его в боях. Его судьба была тяжело изменена травмой сушиста в поединке, потому что у нас были планы сделать как раз-таки таким.
бой за перстень в весовой категории до 77 килограмм. А сейчас, когда Сушист травмирован, было тяжело, ну точнее невозможно на тот момент найти бойцов с подходящим рекордом для чемпионского боя. Поэтому на всякий случай у нас ведутся очень интересные переговоры с громкими именами. И, возможно, мы увидим Силова уже совсем скоро в очень интересном и громком бою. Поэтому осталось немножко подождать. Ну а пока давайте все-таки перейдем к Бавару и перейдем к Чибису. У меня такой вопрос к Бавару. Бавар, ты говорил, что к первому своему бою ты был готов на оценку 3 по 10-бальной шкале. Ко второму бою повысил показатели. К этому бою на какую оценку ты оцениваешь свою подготовку? Я каждый бой хочу удивлять людей, раскрываться по-разному. Первый бой увидели, я могу рубиться. Все бои, в принципе, делают соперники и оппоненты. Первый соперник задал такой темп, и показали определенный бой, ну, который зашел, в принципе. К Дитку уже готовился по-другому, чуть хотел показать, что я могу не просто рубиться, я могу еще думать. А в третьем бою я в своей лучшей форме, наверное. Это будет интересное приключение, скажу так. Все будет, вы все увидите, но я буду в лучшей форме, я постараюсь вас всех удивить. И соперник тоже, поэтому все увидите в бою, недолго осталось ждать. У меня тогда появился вопрос к Чибису, хоть я и наблюдаю это издалека, но может я чего-то не вижу. Как проходит твоя подготовка? Все отлично. По форме, мне кажется, я каждый бой всегда в своей лучшей форме дерусь. Я до конца еще не узнал, насколько я силен и могу драться на каком уровне. Но думаю, к Бавару я подошел основательно, готовлюсь уже 2 месяца, полный кэмп прошел тренировочный, и я надеюсь, он тоже готов. Приветствую, меня Эмиль зовут. Коль, к тебе дополнительный вопрос вот по поводу подготовки. А как ты сейчас уже тренерством, да, занимаешься еще в зале Топ-Дог, если кто не в курсе? Удается совмещать это с тренировками твоими или сейчас вот чисто подготовка идет? Господи, я наконец-то уволился с работы. Вот, да, интересно просто. И полностью посвятил себя к подготовке, и между подготовкой тренирую ребят. Так что сейчас, наверное, будет самая лучшая моя форма, в которой я... По старой работе не скучаешь? Нет. Все, спасибо. Меня зовут Матвей, я делаю подкаст «Место силы», я из Санкт-Петербурга. Вопрос мой Бавару. Бавар, многие бойцы, в том числе ты, преодолевают огромный путь, чтобы приехать сюда, выступить в Топ-Дог, в Москву. Я знаю, что ты один, ты сам мне рассказывал, что ты один из самых первых протоптал эту дорогу из Мариуполя сюда. Скажи, насколько сильно влияет на подготовку и на качество подготовки такие сложные переезды окольными путями? Я скажу так, каждый человек там, да, в чем-то силен, допустим, есть там хороший певец, актер. Я боец, я воин, я всегда готов к сражению, вообще абсолютно. Первый бой я вообще не был готов. Просто мне не получилось проехать, и я не тренировался в принципе. Я в любой бой выхожу, и мне нет такого, знаешь, в голове сознания, та дорога тяжелая, она меня изморит. Да я готов вообще, там, не знаю, там, после боя, на следующий день наберете меня, я готов сражаться. Как бы, если ты мужчина и воин, и боец, то ты готов должен быть всегда. Даже сейчас я, в принципе, уже готов. Поэтому этот вопрос, это все вопрос психологии. Я психологически готов ко всему. Поэтому, знаете, у вас какие-то трудности, они вас либо ломают психологически, либо мотивируют. Поэтому я для себя понимаю, что нет испытаний, которые мне не под силу, я готов, в принципе. Надо ехать 3 дня, буду 3 дня, неделю. Надо плыть, поплыву. That's what's up. Юра, ты всегда как-то так получается, что ты калечишь всех. Будет ли на этот раз такое же? Это происходит не по моей, с моим участием, но не по моей вине, как они сами ломаются, слабенькие. Чуйка, что говорит? Чуйка. Слушай, ставка на первый раунд вырубить Бавара. Никаких травм. Хорошего вам боя. Всем привет. У меня вопрос к Бавару. Бавар, скажи, пожалуйста, мне показалось, или ты просто ни во что не ставишь Чибиса? Ты сидишь так спокойно, а Чибис поднервничает. Нервничает так, сидит.
У тебя есть недооценка какая-то к этому бойцу? Я к каждому бойцу отношусь максимально, ну, знаешь, с уважением, это первое. Спокоен я, ну, не знаю, я готов максимально, это первое. А Чибису, по поводу твоего высказывания, я вижу, тебе кто-то сказал, делайте трэш-ток, надо делать просмотры. Так вот, я скажу тебе, те, кто себя возвышает, будут унижены. Тем, Бавар, кто ведет ну себя это, смиренно, бля. будут... Это цитата Мэнни Пакьяо, но это Хорош. истина. Поэтому давай газуй. Бавар, ну это же лицемерие, нет? Ну, ты можешь считать... Ты же не очень добрый парнишка, ты такой же гопник, как и я, и говоришь, что ты чувствуешь. А я не говорю, что я кристалл поведения. Да, в моей жизни я на разных Но отрезках. это вот и есть, Я это был, и есть лицемерие. я делал, я не то, что лицемерие, я хочу жить, у меня есть кого брать пример, есть к чему стремиться. И во мне много недостатков, я никому не говорю, что я там кристалл поведения. Мне есть за что мне стыдно, есть за что я, знаешь, горжусь там какие-то моменты, да, но я их не буду называть, как бы. Это, знаешь, не тебе давать мне оценку, как бы, там, плохо или хорошо, ну. Гопник, там, плохой, да, я плохой. Гопник, да, гопник, ну. Ну, блин, слушай, это... Да-да, ну, блядь, до тошноты иногда, ну, неприятно, что это слишком хорошее поведение и слишком хорошее отношение ко мне. Ты приехал сюда с Мариуполя просто снести мне бошку, и сейчас сидишь... Смотри, я вернусь в первый бой с Ротором, и я сказал, вы, кто помнит, уважение вне боя, да, но когда мы зайдем, ты для меня станешь очередным врагом номер один, который я буду разносить, я не спорю, я не скажу ничего нового, да, мы войдем туда, и я буду тебя разносить, да, буду пытаться выиграть тебя, но потом мы пожмем руки и пойдем дальше. Трэш-ток делал. А трэш-ток вас Женя Одиссей начал уже делать, нет? Задолго до конференции. Писать то, что меня прячут от тебя. Смотри, у каждого человека разное видение жизни, это Ну, первое. это ваш менеджер же, нет? Это Женя не то, что изначально это мой друг в первую очередь с Мариуполя. То, что он есть какие-то действия, с которыми я не согласен, там, да, и я не говорю, что это правильно. Ты так говоришь, как будто я с этим согласен. Я, допустим, против этого. Ну, то, что он говорит. Если ты спрашиваешь вопрос, правильно ли он делает или нет, в моем видении жизни нет. Ну, ему виднее, как бы. Так, а на вопрос ответь, ты вообще считаешь? Я к Чибису подхожу очень максимально. У меня нет недооценки. Он хороший спортсмен. Видно то, что Чибис очень серьезно настроен. Не, я отношусь очень серьезно. Да не, на изи. Он полгода уже готовится ко мне, то есть после последнего боя сразу готовился под меня. Я это Не, у знаю. меня нет недооценки. Я же говорю, нет такого, что я расслабленный. Я максимально заряженный, я подхожу. Ну, то, что я с виду спокоен, ну, те, кто подписан на Инстаграм, видят, что я пашу, я отдаюсь полностью, как бы. А там как будет в бою, как бы, ну, как будет, в принципе. Демон внутри. У меня вопрос к Бовару. Мне интересно, почему ты, когда отвечаешь, как будто бы умышленно не смотришь на Чибиса? Это так задумано или это, ну, на подсознательном каком-то уровне? Если ты заметил это, может, он тоже заметил. Может, вот где-то подразозлит это тоже. Слушай, у них, я не знаю, им походу пишут, как они должны выглядеть на конференциях. То есть до этого Золотой сидел, говорил, я даже не хочу тебя ронять в бою. То есть у меня нет умышленно начудить. Ну, ребят, мы тут приходим биться, отбивать друг другу голову. Не надо строить из себя святых, блин. Это серьезно. Бред. На самом деле очень интересно вот сейчас стало вас послушать, стоя сзади. И у меня вот есть такой вопрос к Бавару, потому что я не до конца помню, когда ты в первый раз пришел в топ-дог, была ли у тебя цель когда-то встретиться с Чибисом в бою? Да, изначально, когда Чибиса было или 2-0, или 3-0, я хотел с ним встретиться, потому что хорошая была серия, ну, у него побед, и, в принципе, у меня недооценки к нему не было. Я хотел, знаете, как таких бойцов, с которыми мы сделаем хороший бой. Чисто стилистически он мне подходит. В каком плане? То, что он готов и к рубке, готов и побоксировать. С духом все в порядке, в принципе. Его не останавливает урон, который он получает. Поэтому, глядя на Чибиса, мне он очень был, как бы, импонировал. Как, в принципе, человек, он нормальный, в принципе, здравый. И как боец, в принципе, хотелось бы с ним провести бой. Но мне сказали, ты маломедийный, давай проведи пару боев, и вы увидитесь. И вот настало это время. Хорош.
Ну, кстати, после твоего первого боя я вот посмотрел, говорю, да, заебись, вот с ним я подерусь. Вот прям сразу, после твоего первого боя. А у меня назрел вопрос к Родору Пермамадову. Вот он, дайте ему микрофон, есть с ним вопрос. Он уже бился с Баваром, не будем, ладно, это вспоминать. Зададим ему вопрос, так скажем, тренерский. Ты что бы посоветовал Родор Чибису в бою с Баваром, уже основываясь на своем опыте боя с ним? Есть какие-то советики? Просто не рубись с ним. Ты знаешь... Не рубись! Я хочу, наоборот, рубиться, выйти и рубиться с ним. В этом и есть смысл топ-дога. Выходи, блядь, и рубись. Но если ты будешь рубиться с ним, ты упадешь в первом же раунде. Человек на опыте уже. Добрый вечер, меня зовут Александр, вопрос к Бавару. Бавар, вот до этого боя ходили такие слухи, что ты будешь биться за перстень с Мустафой. И сейчас мы видим бой с Колей. Ну, как вообще можешь прокомментировать? Что можешь сказать? Ну, я так тоже сначала думал, потом мы с регбистом пообщались, и он говорит, сейчас чуть-чуть, все бойцы, в принципе, хотя бы надо, чтобы было 3 победы. Ну, рекорд был чуть-чуть повышаться. То, что начинает на начальном этапе, когда было мало, в принципе, бойцов в категориях, там было 5-6. Сейчас она более-менее укомплектована, и давать каждому там, человеку там, после второго боя за перстень, это уже чуть-чуть неправильно, как бы. Правильно ли они сделали? Вначале там было как-то мне чуть не, ну, знаете, где-то обидно, но потом как бы остыв, там проанализировал, в принципе, они сделали правильно. Мельник, в принципе, достойный человек, который может биться за перстень, потому что у него уже 4 боя, это в 2 раза больше, чем у меня. Он выигрывал чемпиона мира. Я думаю, он заслужил это, поэтому все закономерно и все правильно они сделают. Раз зашел об этом разговор, давайте сейчас перейдем к нашей второй чемпионской паре в 70 килограммах. Интересно услышать от Мустафы мнение по этому вопросу. Считаешь ли ты, Мустафа, Мельника достойным претендентом на перстень? Всем добрый вечер. Я думаю, да, достойный соперник, уважение. Победил последний бой нокаутом, я смотрел этот в прямом эфире. Но я хочу сказать, здесь кулачные бои, здесь все что угодно может случиться просто. И каждый заслуживает, тот, кто выигрывает бои, идет на серии из 2 побед хотя бы, думаю, заслуживает бой. Почему бы нет? Спасибо. Добрый вечер, у меня вопрос к Максиму УДВ. Макс, считаешь ли ты себя профессионалом и осознавал ли ты риск спарринга на голых кулаках перед чемпионским боем? Спасибо. Да я пошутил, я не спринговался, просто локоть залетел нечаянно. Зная тебя, имея небольшое личное общение, я вполне уверен, что мог быть спарринг на голых кулаках. Это легко вообще. Что такого-то? Мы оба с Тверской области, и у нас спарринги на голых кулаках происходят каждые выходные. Я, кстати, команду Топ-Дог водил в злачное место наше, где по выходным проходят там кулачные бои. Вот я как раз хотел спросить. Мы просто ездили, снимали тут по Золотому кольцу России «Ореол», который скоро выйдет на нашем канале, где Макс сводил нас в одно из 2 мест, где можно покушать в Торопце. И как раз-таки рассказал, что там каждые выходные происходят какие-то такого рода кулачные спарринги. К слову, когда мы туда заходили, все сразу же видели Макса ВДВ, почтенно ему кланялись. И я думаю, в случае между нами произошел такой разговор между съемочной группой, что если Макс ВДВ заберет перстень, то у него есть все шансы стать мэром Торопца. Практически. Редакция «Фидбэк», всем привет. Очень крутое очередное мероприятие. Спасибо большое, Даня, Рома. Вопрос мой к Мустафе. Мустафа, скажи, пожалуйста, ты провел реально шикарный путь к этому бою. Вопрос мой к тебе заключается от наших зрителей, и у них вопрос такой. Ты неоднократно говорил после боя, что ты мало уделял времени в самом начале своего пути тренировкам. Как сейчас ты подошел к данному поединку и в какой сейчас ты находишься форме перед боем?
Первый бой я вообще вышел на замену, не был готов. Ночью я узнал, вечером я узнал о бое, и ночью я выехал на машине. Второй бой уже более-менее я подготовился, хотя бы неделю вес подогнал чисто. Третий бой уже где-то начал уже в кураж входить, самому начало нравиться. Вообще я оставлял спорт, из-за травм оставлял. Но топ-дог дал мне сил, мотивировал меня, короче. Я думаю, многих мотивировал, некоторые, кто оставили спорт, и за счет топ-дога вернулись. Есть бойцы, я знаю, тоже в топ-доге такие. И этот бой уже в лучшей форме я буду, думаю, в этом бою, в этом увидите. Спасибо. У меня вопрос к Мустафе. Ты говорил, если ты выиграешь перстень, ты поднимешься в 77. Если ты выиграешь перстень, ты будешь подниматься? Дай бог, сначала надо выиграть по воле Всевышнего, а там посмотрим. Да, я хочу подняться выше. Желательно, и я поднялся выше, если бы сразу мне бой за перстень дали бы, я поднялся еще быстрее. Так что силы жди. И у меня вопрос к Мельнику. Алексей, будет нокаут? Никогда на нокаут не рассчитывал, если честно. Все, думаю, более имеющие какое-то понимание в боксе, в боях, понимают то, что когда ты нацелен на нокаут, то его, скорее всего, и не будет. То есть надо работать и уже постепенно с наработками. Вот то, что ты нарабатываешь, в основном всегда наработки выходят во время боя. Рубиться нарабатываешь? Рубиться? Нет. Макс, походу, тебя позвать хочет на поляну какую-то там у себя. Нет, никогда не рубился. Я не знаю, почему тут решили то, что у меня каждый бой рубка. Мне непонятно. Леха, и тебе еще тогда встречный вопрос касаемо весовых категорий. Если ты берешь перстень здесь, ты как планируешь дальше? Оставаться в этой весовой, подниматься, опускаться? Какой у тебя план на обозримое будущее? Я думаю, в других весовых есть свои претенденты, которые более достойны быть претендентами на бой за перстень. А у меня своя весовая, я думаю, в ней мне будет более комфортно. У меня вопрос и к Мустафе, и к Лехе. Кто, на ваш взгляд, фаворит во втором чемпионском бою, который будет проходить в следующую пятницу между Максом и Дэном, на ваш взгляд? И один, второй ответьте. Если честно, я бы вообще, в принципе, не хотел бы видеть этот бой, потому что я хорошо общаюсь с обоими бойцами, и будет грустно, если кто-то из них проиграет. То есть... Кулачные бои — это такой вид спорта, я же говорю, непредсказуемый. Тут любой можешь выиграть. Может один упасть, другой. И я думаю, хотя за счет техники 60% на 50% Бавар, я думаю. Мне не дали чемпионский бой, почему-то дали его вам. Говорят про Макса ВДВ и Урагана. И вот тут интересно, тут, по-моему, затронута рана какая-то. Это травма, нанесенная не Чибисом в кои-то веке, а организацией Чибису. Я что-то перепутал, я думал, вы про это спрашиваете. Но я буду болеть за Урагана, так как я еще знаком с ним с первого турнира. Думаю, тут, я даже не знаю, 50 на 50, наверное, но буду болеть за Урагана. Николай, а вы сами с кем бы хотели встретиться из этой пары? С кем бы вам было приятнее провести время в ринге? Я охерею, если Мельник рубанет Мустафу, вот честно. Но с Мустафой можно было охуенный бой закатить. На него надо прям какой-то крутой геймплан. Я думаю, пока пришло время поговорить у нас о второй чемпионской паре между Максом ВДВ и Дулой, раз уж затронулась эта тема. Поэтому давайте спросим Дениса, что его противостояние должно было произойти еще ранее. И расскажи нашим зрителям, почему этого не случилось на прошлом турнире. Да и испугался на самом деле, посмотрите, какой он здоровый. Я и в этот раз не хотел драться, они мне опять говорят, Макс ВДВ. Я говорю, дайте мне силу, они мне говорят, Макс ВДВ. Я говорю, смотрите, какой он здоровый, вы что творите-то?
Ну, очень встрял, ребята, да. На самом деле наши зрители могут подумать, что это правда, и прежде чем Сивый тебе ответит, дело обстояло так, что у Дениса был выбор после того, как он пропустил предыдущий турнир, подраться за перстень с Мишей Сивым или с Максом ВДВ, и он как раз-таки предпочел выбрать Макса. У меня вопрос, почему он? Макс, разберись, почему тебя отжимают бой прям в прямом эфире. Это вот мое личное мнение, это не твоя весовая. Мое личное мнение. Почему не моя Подписываюсь. Подписываюсь. Размер глянь, его и свой. Так ему еще гонять, а я съел 5 ман Ему только 5 что, и килограмм потом осталось. еще пойду съем 5 Ему 5 ман. килограмм осталось. А мне еще можно покушать. Все, Понимаешь? красавчик, И поздравляю. перед боем я обязательно покушаю за день. И буду Какие себя цифры? хорошо Какие чувствовать. цифры? Мне интересно, у одного и второго сейчас какие цифры на весах? Примерно. Ну, Макс только примерно знает. он мне- 86 примерно. 85 примерно. Серьезно, Макс, вот как обстоят дела с весом? Потому что когда мы были в Торопце, мы только с ним встретились, я говорю, как дела? Он говорит, ну я на самом деле уже похудел. Я думал, что он взвешивался, но вечером мы пришли в тот как раз-таки вышеупомянутый кабак, где он начинает вот так вот есть пиццу и пить пиво. Я говорю, ну так тебе же нужно гнать вес. Он говорит, ну мне кажется, что я похудел, поэтому еще есть задел. Ну и по факту он даже и не взвешивался. То есть в итоге сейчас эти 86, они тебе кажутся, или ты все-таки вставал на весы? 89 вставал. Но уже, кажется, похудел. Есть вопросы по этой паре? Макс ВДВ и Денис Вот. Макс, слушай, хотел спросить касательно питания. Спортпит пользуешься, фарма или чисто на курочке? Не, протеин пью, БЦА. Все. Витамины БЦА, протеин, да? И Кураган, ну, по поводу работы по корпусу, вот как ты ее оценишь? Она вообще актуальна на голых кулаках? Стоит ее применять? Конечно, она мне выиграла прошлый бой. Если Всё, у меня спасибо. работа по корпусу, сейчас бы другой был претендент бы. Всех приветствую. Меня зовут Денис, менеджер «Урагана». Спасибо. Хотел бы внести для всех зрителей некую ясность по поводу их боя, почему ВДВ, а не Сивый. Для тех, кто не знает, Денис должен был встретиться с Максом еще на седьмом раньше, турнире. К сожалению, в связи со здоровьем он выбыл с турнира, переболел тяжело коронавирусом. И да, действительно, нам предлагали бой с Сивым, и Дэн сказал, что я торчу этот бой, и я должен как бы Максу бой. Поэтому ему на самом деле только уважение, что он дерется с человеком, который на 10 килограмм будет его тяжелее. адвокат, потому спасибо. что на сегодня этот человек весит 82 килограмма. Все, всем спасибо. Чем же закончится это противостояние? Спортсмена с серьезной подготовкой и парня, у которого зал, как в Форт Боярде, там на 5-м этаже деревянной лестницы, и висит всего одна груша, и лапа ему держит его друг Иван. Поэтому очень... Неизвестно, сколько он людей перебил у себя в Торопце. Что еще раз? Неизвестно, сколько людей он перебил у себя в Торопце. Может, он еще больше профессиональный спортсмен. Но в чем Торопце на самом деле очень маленькое население, всего 12 тысяч человек, я. поэтому... Тем не менее, он их кошмарит там где-то в баре в своем. Там уже где-то все он драться тоже- научился, где-то он драться научился. Но кто-то один... Знал тебя человек, который поставил тебе сечку вот это вот, или нет? Он здесь сидит. Он здесь? А кто это? Кто это? Кто это? А он еще один друг, Игорь. Что это Почему было? я, кстати, не вижу сечку, Макс? Подстяни чуть-чуть. это. Фотка старая была, это развод. А вот как так, вот, Максим? Вот Что случилось? Что за негативная прокомментируйте, мотивация? пожалуйста, Да и какая негативная мотивация? Спарринг, негативная мотивация. Надо бить. У нас спарринг как война. Не только. Все-таки это был спарринг. А извините, а вопрос, а спаррингуете ли в шлемах? Нет, я одеваю, конечно. Нет, ну Максим ВДВ. Я одеваю, он не. То есть вам на бой выходить не надо, вы одеваете, а Максу надо, он не одевает. Ну, ему... Не, просто тут такое дело. Я тут недавно в Вкусвилл заходил и смотрю, там по скидочке эти, по 40 рублей продаются для иммунитета штучки. Я прикупил пару штук, а тут вечером смотрю Инстаграм, а у Максима вот такая вот на голове. Так это я ему шлем должен был, что ли, купить? Типа того. Что происходит? Надо как-то договариваться, да. Барсеточка какая-то. такой маленький здесь Чтобы не болел. появляется. Поднять иммунитет немножко. Я советую дать первому попробовать человеку, который тебя рассек, прежде чем пить самому это. У тебя тоже какой-то подарок?
Чтобы не болел. Я, конечно, понимаю, ты всячески пытаешься с боя слететь, но есть коронавирус. Надо быть аккуратнее, потому что Могу выпить одну. в Вкусвилле обычно со скидкой продают только продукты, у которых последний день срока годности, так что нужно быть аккуратнее, я бы не советовал. На этих дня 3 еще осталось. Я могу дать одну. Не до конца. Кто-нибудь будет с нами, пацаны? Так. Держите. Кто еще, пацаны? Все, давайте. Все, бой состоялся, давайте. Только топ-дог. Только топ-дог. Штука мерзкая, кстати. За мой перс. О. У меня есть впечатление, что какая-то рекламная интеграция прошла мимо нашей организации. Жесткая причем. У меня вопрос к Максу. Ты служил в ВДВ, сколько раз ты прыгал с парашютом и где ты служил? 8 раз. В Иваново, 98-я дивизия. Если кому интересно, можете, небольшая реклама на канале у Кимчи посмотреть интервью. Давайте перейдем наверх, пока не заскучали наши дерзкие парни. Потому что помимо этих жарких боев, 25 июня намечается разборка этих двух молодых боксеров. Валера, повлияло ли как-то на твою тактику и стиль ведения боя, произошедшее в прошлом сражении? Всем салют. Да, я думаю, никак не повлияло, просто, да, упал, выспался нормально, проспался, отдохнул и назад в бой с полными силами. К Валерию вопрос. В прошлый раз ты говорил, что для тебя предыдущий бой — это легкие деньги, easy money. Какова сложность денег в этот раз? Цена в рублях. Цена вопроса. Нет, цена другая, может, уже сейчас по-другому будет как-то. Сложность, да я не знаю, вот мне матчмейкер говорил, типа, то, что он будет чуть полегче Миши, там, ну, я не знаю, парень крепкий, в общем, но, как говорится, я тоже не пальцем делан, и в моем лагере, как говорится, тоже была война, я готов к любому исходу событий, готов к любому, короче, к любой войне готов. Я, как говорится, это, буду пытаться его депортировать обратно в Памир. Не получится. Я такой же гражданин, как ты. Я повтори, я не услышал, да. Я говорю, я такой же гражданин, как ты. У нас с тобой бой. Ты не в ментовке работаешь, чтобы депортировать меня. Мы с тобой разберемся в бою. Поэтому депортировать или не депортировать, это не тебе решать и не тебе об этом говорить. Да, всем добрый вечер. Хотел задать вопрос Якину. У тебя было несколько вариантов соперников. Почему твой выбор пал именно на Орла? Да, сперва мне предложили мне 2 бойца топ-дога. Я даже знаю, как их зовут. Они, я не знаю, соскочили или что, они не вышли на бой. Третий мой соперник, это Орел. Он принял бой. 25-го покажем зрелище. А Рут что соскочил? Я даже не знаю, он или не он, мне даже не говорили. Просто сказали, что раз соскочил, Дайте значит микрофон, соскочил. пусть скажет Арут, почему? Зачем он соскочил, подскочил, Боец наскочил? топ-дога, лучший бой прошедшего турнира. Арут. Я не соскочил, братка, ты чё? Не, братуха, я не знаю, почему ты не вышел, поэтому как... Я берегу силы и хочу быть на 10-м турнире. Дерись с Валерой! Без вопросов, без вопросов. Тем не менее, это бойцы из одной команды. Может быть, у тебя есть какое-то мнение насчет этой группировки из Орла? Соперник серьезный, уважение только ему, но я представитель ММА здесь. Я в основном выступаю только по ММА. Но вот предложили бой. Первый я вышел на замену Радора с охранником. Жесткий Это был, по мнению, как раз-таки, ну, сам можешь сказать свое мнение насчет... По моему мнению, на данный момент
Этот бой является боем года. Еще не было лучше боя, чем их бой. Это был просто полная жесть. Поэтому уважение Орлу, но он боксер, но это не бокс. Поэтому 25-го постараемся показать еще раз лучший бой года. Еще раз всем здрасте. У меня вопрос к тебе, Якин. Якин. Что ты готов противопоставить против Валеры вообще? Какие у тебя планы по бою и так далее? Что ты можешь ему противопоставить? Спасибо. Да, я еще раз говорю, что он боксер, поэтому у нас не бокс. Я постараюсь. Особо-то я не всегда ставлю на нокаут, но каким-то образом всегда у меня это получается. Также и с охранником в первом раунде почти чуть-чуть было. Вот. Постараюсь завершить бой досрочно, а если не получится, то и готов завершить бой по очкам. У меня такой же вопрос к Орлу. Какие ты видишь свои преимущества перед Ти-Джеем? Во-первых, он рубка. Просто я видел рубка, я не знаю. Какой на дистанцию, он еще не знаю. Мы посмотрим, как он вообще сможет на дистанции, потому что в его стихии я ему, конечно, не дам работать. Он будет подбираться, будем его встречать. Скорость, точность. Надо еще попасть тоже по мне. Миша, да, смог, но это Мишка фартовый. А где Миша? Вообще, вот у меня вопросы, я все жду, мне не дают задать. Армянский Бэтмен потерялся. А ты сам был в таких ситуациях? Вот мне интересно. У тебя были нокдауны, нокауты? Нокаута у меня никогда не было за всю мою карьеру и в ММА, и в боксе, и в кикбоксе, и в кулачке. В нокдауне я был, но в нокауте я не был. Валер, к тебе вопрос. Твоя любимая манера ведения боя? Вообще игровой стиль боя. В принципе, разбирать по очкам. Я, в принципе, не особо ударник. Я, не говорю то, что я, бью сильно. Но некоторые заготовки я тоже подготовил. Я тоже не лошок. Я 15, даже более 15 лет уже в боксе. И то есть свои манеры ведения боя, свой подход к тренировкам, свой подход к сопернику я оставлю при себе. Вопрос к Валере. Валер, вот ты появился очень ярко на топ-доге и заявил о своих чемпионских амбициях. И вместе с тем ты не оставляешь любительский бокс, и, насколько я знаю, ты вот хочешь все-таки выиграть чемпионат России. Вот. И если будет так, что ты проходишь дальше в топ-доге, снова включаешься в чемпионскую гонку и в чемпионате России тоже идешь удачно. Что ты выберешь в итоге? Сборная России там будет дальше или все-таки там перстень и защита? Как ответить? У меня контракт. Я соскочить тоже не смогу с топ-дога. Во-первых, я думаю, с организацией бокса я как-нибудь договорюсь. То есть, да, и я на самом деле думаю, что на чемпионате России опять там решают бабки, то есть там своих тянут очень сильно. То есть я в прошлом году второй бой выиграл, но мне его не отдали. Всем привет, меня зовут Гарик. Валерий, вопрос к тебе. Твой последний бой был против Михаила Лусан Сукиасяна. Сейчас у тебя бой против Ти-Джея. Что ты ожидаешь от данного противостояния? И в случае твоей победы, кем видишь своего будущего соперника? Будущего соперника? Я даже не знаю. Конечно, хотелось бы с Искандаром подраться. Когда ты изначально пришел в топ-дог, и я говорил тебе, что у нас есть серьезные парни, например, Искандар, ты его так высоко не оценивал. Мне хотелось с ним подраться, потому что у него перстень. Мне хочется его, конечно, забрать. Почему не? Всем привет. Бил чем? Мне кажется, тут многие за ним охотятся вообще, потому что перстень других монстров. Тебя другие монстры остановят на пути ко мне. Кто остановит? Там много пацанов посильнее. Знаешь, духом кто не падает, того не остановить. Гази, Я здесь. Анис. Я здесь. Искандар Аякин его остановит? Думаю, да.
Все, думаю, да. Я тебя помню, ты на G-Pro дрался. На G-Pro дрался. Да. Жипро по кику было. Всем привет, меня зовут Иван. Чибис, у меня будет к тебе такой вопрос. А почему ты ушел из боксерского клуба «Китек» от Светланы Андреевны? О, интересный Это вопрос. очень интересный вопрос, я ее лично просто знаю. Она Я щас- залетел в Китек, когда переехал в Москву. Потренировался там несколько месяцев. Ну и меня не вписали в сборную Китека на чемпионат Москвы. Сказали, иди в профи дерись. Я, блядь, какой профи, и ушел тренироваться сам. Хоть где-то Чибис осознал свой истинный уровень. Спасибо. Еще один вопрос. Да, я бы хотел еще раз вернуться к этой же паре, потому что я думаю, это один из самых зрелищных боев будет. Это темные лошадки турнира. И вопрос я кину. Я знаю, что после предыдущего боя ты сказал, что ты больше не будешь на топ-доге драться. Что послужило твоей мотивацией и почему ты решил вернуться? Да, я думал, Почему что... ты не хотел, еще интересно? В первую очередь. Потому что я еще раз говорю, что я в основном стараюсь по ММА выступать. Вот. Но на топ-доге мне очень понравилось. Топ-дог реально вещь. После того, как я подрался, потом посмотрел свое видео и вообще в целом как организация работает. Вот. И как мне предложили соперников, сначала одного, потом второго, потом третьего. И пока предложения по ММА нету, я не хочу просто так сидеть дома, это скучно. Скучно просто сидеть дома, поэтому я еще раз здесь. Я тоже считаю, что это будет темная лошадка карда, действительно. И у меня еще один вопрос к Валере. Валер, ты хулиганил раньше, честно? Хулиганил раньше, честно, хулиганил? Ну сейчас ты типа уже как профессиональный... В смысле хулиганил? Ну хулиганил по жизни. По жизни? Да, или чисто спортом занимался всегда? Да не, конечно. Хулиганил? Сколько самый дорогой телефон, который ты отжимался-то? Я видел этот вопрос. Да нет, телефоны не отжимал. Другие моменты были. Я скажу так, что я общался со Светланой Андреевой, у которой когда-то проходил сборы. Не рассказывай, не рассказывай. И я могу сказать, что он хулиганил по тем историям, которые мне рассказала Светлана. Сейчас вопрос еще Ну начать. можно рассказать так по приколу? Всех приветствую. Вопрос к Валере. Валер, скажи, у тебя вот на крайнем турнире был сильный пропущенный удар от Лусана. Как прошло восстановление? Как себя чувствуешь? И твои веточки, они в такой же форме, как и Ветки с каждым днем крепчают. Восстановление прошло отлично. То есть все хорошо. Я после топ-дога я же поехал еще на ЦФО выступать. То есть, ну и там второе место занял. То есть все отлично. Ветки крепкие очень. все. И еще один вопрос. До этого у тебя был хороший трэш-ток, ты прям газовал, и после вот этого пропущенного удара ты как-то притих чуть-чуть, мне кажется. Или... Да это не после пропущенного удара, там просто, соперник тоже, не знаю, как-то избегает медиа, не знаю, я же выкладывал тоже истории. Ну, Да, спасибо. Валер, ты искал его? Не особо как-то газует тоже сам. Я особо-то трешток не люблю, поэтому я веду себя как обычно. Ну, а раскрутить как бой, что, обычно. раскрутить бой? Мы Я боем понимаю, это уважение, покажем. уважение. Мы это боем покажем. А может, ты просто оцениваешь Якина выше, чем Михаила? Нет. Просто... Валера, или ты просто карма боишься? Карма боишься. Хорош, карма. Какая карма? Где это? Что это такое вообще? Это когда спишь на полу. Тенденция такая в топ-доге, кто много говорит, Это тот ж не из-за получает. кармы. Это из-за моей ошибки. Якин. Причем здесь карма? Диджей, ты только что сказал, что ты покажешь все в бою, да, типа, и трэш-ток ты не любишь, но ты же понимаешь, что бои продаются до того, как они происходят, а не после. люди любят. Я стараюсь, Да, именно. стараюсь. Я тоже не сижу. Старайся, братан, так же, как тренируешься, так же старайся и продавать его, понял? Никто На за тебя... уважение-то, на уважение. Никто Но за люди тебя... любят, знаешь, как сказать, они любят трэш-ток, они хотят смотреть войну, они любят кровопролитие, любят, когда потасовки постоянно. Понимаешь? смотри. Уважение уважением. Не, я понимаю, уважение уважением, но раскрутить бой, почему нет? Смотри, вот человек о моем бое, на первый мой бой говорит уже, не знаю, который раз. Я думаю, это намного же приятнее и лучше, нежели чем
грязный трешток или что-то другое. Да не, почему грязный трешток? Мы что, я же не собираюсь тебя оскорблять, как-то переходить на личности. Причем, не, грязный трешток, да, это вообще туфло, фуфло галимое. Если присмотреться, на самом деле, я вижу там 4 ребят из одной весовой категории, которые очень яркие бойцы. И хотелось бы вот вопрос к организаторам. В случае вот побед как-то ребята-победители между собой или дальнейшие планы между их парами какие-то уже есть? Я думаю, вначале нужно посмотреть, как пройдут бои, и только потом уже будет понятно, кого с кем сводить. И на самом деле на пару Анис и Гази там уже есть более-менее свои какие-то планы. Все зависит от того, как пройдет их поединок. И в целом у нас весовая 64 килограмма, она самая заряженная, заполненная, яркая и богатая. Поэтому там можно крутить, вертеть, и все равно все будет прекрасно и красиво. Но если мы вот говорим тут про трэш-ток, про эту же весовую, я бы хотел сейчас к настоящему, возможно, конфликту перейти, если друзья нам об этом расскажут. Это пара Аниса и Гази, потому что есть такой слушок, что ваше противостояние, оно уже перешло из чего-то индивидуально личного между вами в битву команд. Не могли бы вы это как-то прокомментировать и рассказать зрителям об этом? Ну, комментарий. Давай, я скажу. Давай. Да, у нас была непонятка с их командой, но мы решили половину за камерами, и половину мы решим уже в клетке, в сене, как сказать правильно. Половину осталось решить на 10-м турнире Топ-Дог. Половину. Вот я с этим человеком, Даня, организуй мне бой, потому что у меня лично с ним непонятки, и все. Гази, уважение, хороший спортсмен, базару нет. Но мне нужно организовать только бой с ним на 10-м турнире Топ-Дог. Дайте Самвелу сказать. Вот человек встал, мы готовы с ним подраться. Я человек, который далек от спорта, я честно скажу. И сегодня, почему ты мне предлагал драться? Хорошо, подожди. Прежде чем Почему, мы когда я это тебя продолжим, шел, чтобы люди не поняли тянул с нами? вообще, что за две головы сейчас возвысили. Трэш-ток зрителей. И суть конфликта, я его более-менее знаю, расскажу его вам. Это менеджер Аниса и менеджер Гази. И между ними произошел конфликт. Не, садиться не надо. Сейчас уже мы говорим про бой. В чем заключается суть? Потому что зрители не понимают. Хорошо, я вкратце объясню, потому что это долгая история. Только не ври. На самом деле, хорошо, я Честно. долгая история. Все расскажи. Ну, подожди, Сейчас что ты было. перебиваешь? Ну, что ты перебиваешь? хочу Мы с тобой так. подеремся. Ну, Ну, хочу что ты так. перебиваешь? Так я тебя щас Сулянов, ударил на улице. успокойся, Чё ты не ну, что ты полез? перебиваешь? Подожди, я тебе Покажи говорю то, щеку, что... щеку. Я тебе Почему я на улице тебя ударил, ты не полез драться со мной? Потому что ты в нежданчик ударил. В лицо. Я Так тебе что такое сейчас объясню. нежданчик? Подожди, я тебе сейчас Нежданчик что объясню. такое? Мы с тобой Что пожали такое руку. нежданчик? Ты сказал, пойдем отойдем, поговорим. 25 числа подеремся. Мы Ты с говоришь, тобой- давай через Ты 3 сказал, месяца. пойдем отойдем, Давай поговорим. через 3 Я с тобой месяца. пошел. Так, Я с тобой тише, пошел. Тише. Давайте. Я с тобой пошел, я еще поговорил. раз. Потом, я переведу суть конфликта. Изначально все началось из-за того, что одна из ваших команд думает, что украла название команды другой. Правильно? В этом суть. Кто на ваш взгляд... Вот, Аня, расскажи, ты вообще тише всех сидишь. Мне кажется, у тебя получится вкратчиво разъяснить суть нашим зрителям. Кто как назывался, кто кому что написал, что случилось, почему ваши менеджеры хотят бить друг другу лица. Честно сказать, я не совсем в курсе этой ситуации. Брат, ты в курсе, донеси свои лучше- истерички, чтобы так не выпендривалось. Мы же договорились по-мужски, как это будет Об выглядеть. этом Мы же на улице рас- решили вопрос, менеджер почему он сейчас лучше как эту выскочка ситуацию. вылетает. Что еще раз? Я говорю, об этом менеджер расскажет. Я не Менеджер особо слишком знаю. эмоционален Он балабол. сейчас. Балабол? Да. Который пожал руку и в нежданчик ударил, понимаешь? Микрофон. Я тебе сказал, Микрофон, 25, дайте ты ему сказал, микрофон. через 3 месяца. Я тебе не пожал готов руку. ждать. Мы договорились отдать Я боя. не готов ждать Понимаешь? 3 месяца, чтобы ответить за мужское, понимаешь? А ты готов 3 месяца Я ждать, чтобы готов. ответить за свое мужское. Я человек, я еще раз скажу. Я далек от затронул спорта. твое мужское, ты И говоришь, давай через 3 я месяца. на 10-м Это турнире мужское. Топ-Дог я тебе Я говорю, это покажу, мужское. Это как мужское, человек, я тебе говорю. который Это далек от мужское. спорта, Короче, может всё, наказать мужское. такую, как Это ты, понимаешь? мужское. Все. Вокзал это не мужское. Вот это... Ростер менеджеров срочно открываем. У меня тоже есть боец, ребята, все нормально. Я не понял. Так, у меня вопрос. Гази, почему у тебя прозвище Зохан? Прозвище Зохан? Потому что Зоханом не шутят, так же, как и со мной. Со мной шутки плохи. Красавчик.
Спасибо. При всем уважении к вашим командам, работа менеджеров — это заниматься менеджментом, а работа бойцов — это драться. Спасибо. Сказал, как отрезал. Давайте послушаем, что по этому поводу, возможно, думает Кимчи, если это по этому поводу. Всем привет, дамы и господа, с вами Капустыч. Зохан, ждали, наконец-то дождались. И на самом деле у тебя 4-е место, да, по-моему, у него сейчас в списке претендентов с 1 боем. Это уже говорит о больших ожиданиях, я считаю, от организации в твою сторону. А на тебя не давит сейчас ожидание твоего 2-го поединка? Потому что и зрители ждут чего-то там прям сверхъестественного. На самом деле, если ты смотришь комментарии, организация с 1 боем ставит тебя на 4-е место. А как ты к этому относишься? На меня вообще ничего не давит, потому что я знаю себя, я знаю, что я могу показать. То, что показал в первом бою, да, это было хорошо, как все говорят, но я могу намного больше. И я это покажу 25 числа, и вы все увидите. Тогда шутки в сторону, и мы ждем. Можно? У меня тоже к Зохану вопрос. Ты провел офигенный бой против Майка Стеценко, вооруженного, и я обратил внимание, что ты бьешь очень сильно, но с очень маленькой амплитудой. У твоего соперника очень хорошая стамина и очень хорошая техника. Что ты добавил в свой арсенал, чтобы завершить бой досрочно? И ты планируешь вообще, или ты всю дистанцию хочешь? Нет, я, конечно, планирую завершить бой досрочно, но это бой, это голые кулаки, тут может быть все что угодно. Может быть, что в первом раунде закончится бой, а может быть, что все 3 раунда продлится бой. Поэтому я готов ко всему. И то, что я заготовил к бою, я же не буду это говорить. Это уже останется между нашей командой. И все увидите в бою, как я сказал, 25 числа. Все увидите. Даня, можно вопрос? Первый. Когда Торнадо Топ-Дог будет в торопце? Что-то еще не найду. Так, а второй вопрос к чемпиону Искандеру. Искандер, как ты считаешь, кто из этих 2 пар самый сильный боец, по твоему мнению? Охотник или Зохан, Лиякин, Валера? Искандеру без разницы, с кем из них драться проще. Понимаю, но... Я просто жду кого-то и все. Так, мне без разницы с кем. Тогда давай выйдем вот... Когда? Ну, дойди, выйдем. Ну, если я выиграю, мы выйдем с тобой в следующем Там бою? у тебя еще 1 бой должен быть, наверное. Да, Сколько? если ты выиграешь, надо будет еще 1 раз драться, чтобы добраться до Да. Искандера. Потом Я уже понял. будем... Можем зарубиться спокойно. Ну все. А почему еще надо провести бой, если Искандер сам 2-0 шел и за титул уже дрался? Потому что Почему я Зох? нокаутировал пацанов. Тогда была другая ситуация, не было такого количества бойцов, и Искандар дрался действительно на тот момент самыми серьезными парнями, и он доказал и в 3-м бою, когда дрался против человека с рекордом из 3-0, что он более чем заслуживал находиться на этом месте, и сделал этот бой за 30 секунд. И, в принципе, ни один его бой не продлился больше 2 раундов. Let's go, champ. Ну, пасаран. Все, спасибо. Но пока передают микрофон, мне хочется задать еще вопрос Анису. Гази сказал, что на него никак не давят. Интересно, ощущаешь ли ты какое-то давление? Потому что мне кажется, что вот этот конфликт менеджеров, он, если честно, сильно приносит какую-то тяжесть в этот поединок, и вы для них будете как 2 бойца из Mortal Kombat. Они будут сидеть и болеть за вас, каждому нужно, чтобы свой боец победил. Что ты думаешь по этому поводу вообще? Честно, мне вообще без разницы, ничто на меня не давит. 25 числа я заставлю его ошибиться, и ошибка будет стоить ему здоровья. Меня зовут Андрей, я являюсь представителем фан-сообщества Top Dog Team. Вопрос к Зохану. Гази, какие сильные стороны своего оппонента ты можешь выделить? Сильные стороны? Ну, я не считаю, что у него есть сильные стороны против меня. Нет, как боец он хороший, я ничего не говорю, но... Ты не считаешь, потому что я еще не попал по тебе. Как только я попаду по тебе, ты поменяешь свое мнение. если я тебе попаду, что с тобой будет? Ты не попадешь по мне. Мы увидим 25 числа. Мне еще надо попасть. Хорошо, я постараюсь попасть. На самом деле, вот такие высказывания бойцов — это двигатель прогресса. Парни, все не забывайте об этом, потому что
в сегодняшней конференции, мне кажется, выделился Чибис, Валера. И вообще Валера сказал правильную вещь, что трэш-ток должен быть не обязательно грязным. Можно делать реально хороший, качественный трэш-ток и привлекать внимание. И никто не поспорит, что бои Валеры смотреть намного интереснее, чем некоторые. В сравнении, опять, для каждого свое. Вот, и у меня на самом деле вопрос к Наиму, к человеку, который дебютировал очень ярко, против, наверное, одного из сильнейших дебютантов топ-доги 85 килограмм. Мне удалось у него как-то брать интервью во время турнира. Я сразу понял, что это очень сильный, харизматичный боец. Вот. И мне хотелось бы спросить, как оцениваешь своего соперника, а также дай прогноз на пару ВДВ против Урагана. Всех приветствую, салам алейкум. Как я оцениваю его, как оцениваю всех, любого профика, любителя. Если он выходит туда, он подписывает то, что он хочет забрать мою башку. Если он забрать хочет мою башку, мы посмотрим 25 июня, кто заберет чью-то башку. Уважение должно быть после боя, как вот Шамиль. Мы зарубились с ним, он красавчик, он показал свой дух, настойчиво шел. После боя я пожелал нужным подойти к нему, где-то извиниться, сказать, что я реально его уважаю, он воин, и он показал себя, он шел до последнего, как бы, но в тот вечер я был лучше. Такая же оценка и к любому человеку, хоть и ВДВ, хоть там Казах, хоть кто. Если они выходят со мной, они говорят, что они хотят снести мою башку. Ну давайте посмотрим, кто кому снесет башку. Я не шучу, ребята. Харон, ты готов к сносу Прогноз башки? на пару ВДВ и Урагана. Оцени вообще каждого бойца. Честно скажу, 50 на 50. Если ВДВ попадет, наверное, может и он выиграет. Но по очкам перестрелять, по моему мнению, может дуло. Я честно скажу, 50 на 50. Я бы не дал никому из них победу. Ну, как я считаю. Они оба хороши. Один может помощнее, а другой более техничный и более такой скоростной парень. Как раз сила против скорости. Это как вот сравнивать борца и боксера. Никогда не скажешь, кто из них сильнее. Но если тот в то или иное время покажет свою сильную сторону, тот и одержит победу. Это непредсказуемый спорт, тем более голые кулаки. Итак, если мы так плавно перешли к вашему бою с Хароном, у меня вопрос к вам обоим. Скажите свой прогноз на ваш именно бой. Спасибо. Да, ему слово, я начал. Всем вечер добрый. Хочу сказать так, все, кто видел мои бои, уверены, что могут видеть, что характера и духа мне не занимать, но у меня так страдает техника немного. Да не немного, пру с такими с прямолинейными колхозными двойками. Сейчас у меня, слава богу, все нормализовалось на ментальном уровне. И у меня сейчас появился тренер Иван Александрович Гурьев с клуба «Октагон». Ему привет большой. Спасибо. Мы очень плотно и долго готовились к моему оппоненту. Безусловно, ты бесстрашен. Слов тебе вообще нету, ты бесстрашен. Ты после поражения уходишь на такого, как я. За это тебе уже можно дать. За это ты бесстрашен. Окей. Сейчас моя задача выиграть, чтобы закрепиться в лиге. И 25 числа, я думаю, мы покажем хорошую бойню. И я постараюсь сломать самураю катаны. Но в любом случае мы покажем хороший и достойный бой. И на уважение попрям дальше. Удачи мне! Окей. Друзья, всем привет. Игорь Лазорин, он же Игорь, как дела? Отличная атмосфера, рад здесь быть. У меня к регбисту вопрос. Вот скажи, ты, значит, сказал, что Сивый подерется с кем-то из звезд. Значит ли это, что вы кого-то будете подписывать на один бой сюда, будете ему там вваливать денег, чтобы он один раз подрался и ушел? Потому что я просто смотрю, здесь, по-моему, неплохие парни сидят, некоторые даже там с хорошим чувством юмора. Чибис отлично, по-моему, себя проявляет на пресс-конференции. И, по-моему, вам звезды-то особо не нужны, нет? И будете ли вы привлекать кого-то именно на один бой за, скажем, большие деньги? Но если ты говоришь о звездах, но это, видимо, люди, которые там больше миллиона получают за бой. Это я так себе представляю, да? Это первый момент. И второй момент. У вас в контрактах есть такая история, что парни нигде больше не могут драться, кроме топ-дога? Да, и если ее нет, будете ли вы ее вводить? Потому что, знаешь, такая текучка кадров, что тут подрался, потом в ММА пошел подрался, потом пошел, да, ЦФО выступил по боксу, 2 место, поздравляю.
Да, а в общем-то они там могут получать травмы, получать еще какие-то истории, там качать какие-то другие организации, а потом приходить в топ-дог, драться здесь, получать какой-то гонорар, там кайф, медийку и уходить обратно. Суть. В контракте у бойцов прописано, что они не могут драться в любых других кулачных организациях. Мы сейчас видим, что Гаджи Автомат будет драться по профессиональному боксу, и с этим нет никаких проблем. Я думаю, что это только хорошо, и развитие как и для бойца, так и для нашей организации, что наш спортсмен может себя показать в отчасти другом виде спорта. По поводу того, что звездные бойцы обязательно получают больше миллиона, я думаю, что рынок не совсем так, как ты его видишь, и громкие имена не обязательно означают такие цифры, только если это не принципиальное сражение с супер громким бойцом, как Артем Тарасов. Пока что это единственный боец, Легенда. который таких цифр заслужил своей эпопеей двухлетней. Ну, вроде бы я на все ответил. Да не, на самом деле ты не на все ответил. Будете ли вы таких бойцов привлекать? Ну, то есть, Да, конкретно к Сиуму сейчас идет разговор о привлечении достаточно, на мой взгляд, громкого и интересного медийного имени. Ну, в общем, тут в чем дело? Что-то деньги, Артем, люди пишут, когда, почему, когда будет бой это в итоге. Да, плавно мы хорошо, красиво подошли к этой теме. Дело в том, что несмотря на мой скепсис касательно этого боя, и я считал, что он никому особо и не интересен, выяснилось совершенно обратное, потому что после нашей прошлой конференции этим боем заинтересовалось телевидение, и мы были вынуждены подстраиваться под эфирную сетку, так как лето не самое лучшее время для проведения громких ивентов, и было принято решение перенести турнир на самый первый месяц осени. И этот бой пройдет 25 сентября. В целом, хочу сказать спасибо Артему Тарасову, он оказался ровный чел и спокойно это воспринял, правда, с некоторыми нюансами, и согласился на перенос. Возможно, это пойдет ему на пользу, у него будет больше времени подготовиться. 25 сентября мы будем драться с Артемом Тарасовым на телевидении, и там будет также очень много интересных боев. Вот, у меня вопрос к ВДВ. Макс, перед прошлым боем, когда вы должны были подраться с Ураганом, ты пытался раскручивать в Инстаграме хоть как-то этот бой. Что случилось в этот раз и куда ты пропал? В этот раз я думал, только он состоялся и все. В прошлый раз и я начал раскручивать, писал: Макс, ты главное приди, сделай 85, а в итоге не пришел я. Ты решил молча подойти, с тобой понятно. Но вам это действительно как бы неинтересно, вот эта перепалка, потому что... Почему неинтересно? А зачем перепалка? В прошлый раз вы ее устроили. Людям и так должно быть интересно посмотреть на бой человека, который служил и который не служил. Деревенщины против москвича. Кстати, если что, москвичья, хоть не смотрите на одежду, что я... Ну ладно, я не москвич, так что посмотрим. Ну ты выглядишь как москвич, кстати. Просто кто не знает, у нас просто... все так ходят. Я думаю, в торопце это скорее оскорбление, чем комплимент. Так, у нас есть вопрос. У меня вопрос к Зохану. Помимо кулачных боев, ты не хотел бы себя попробовать в профессиональном боксе, там, в ММА, в футболе, может быть? Ну, в футболе нет. А вот у нас с командой есть цель покорить профбокс. Все, спасибо. Денис, вопрос к тебе, Ураган. Подскажи, пожалуйста, как ты видишь снижение веса у Макса ВДВ? И думаешь, поможет ли это тебе в бою его потеря веса? И ты как подходишь к тому? И мы услышали, что ты 82 сказал, да, вес? Ну, 80, ну да. Ты как набирается у тебя вес и как проходит твоя подготовка? То есть два вопроса. Так, начинаем мы с того, как я отношусь к Максу весу, правильно? Ну, выглядит он сейчас лучше, чем в прошлый раз, хотя я смотрел только по экрану эту конференцию, но он вроде я могу так показать. Ну, там банки серьезные. Банки серьезные. Ну, он загореленький, розовенький, в прошлый раз белый сидел, сейчас вроде нормально. Но, по-моему, он был 85 уже, сейчас он побольше. В любом случае весогонка что-то у него заберет, и в любом случае это сыграет мне на пользу. Я, как за весом слежу, я стараюсь питаться так, чтобы вес не терялся, но в связи с тяжелыми тренировками очень много воды уходит, и я не успеваю восстановиться полностью. Сейчас будет чуть
отдых, и я немножко наберу. Но я на лишние килограммы я не смотрю. Мне самое главное мое физическое состояние, ментальное. А плюс-минус пара килограмм в бою – это фигня. Вот вчера ночью пришел, в 2 часа ночи, я не ел. И я думаю, так, либо мне сейчас похавать и лечь спать с утра, проснуться с офигевшим животом, либо проснуться голодным, но выспавшимся. Я решил проснуться выспавшимся и не поел. Вот так. А я вот наоборот. Вчера пришел тоже вечером. Очень увлекательные диалоги. Ладно, заканчиваем это, да. У нас вот там был вопрос от историю парня в очках. Давай его прослушаем, потом перейдем. Какой в очках? Кто в очках? Сейчас, Макс, секунду. Всем привет, у меня вопрос к Зохану. Пусть расскажи людям, как прошел твой тренировочный лагерь, на что ты в этом тренировочном лагере делал акцент и как подошел психологически к этому бою. Макс, ты, блядь, самый большой, ты вообще можешь вот так говорить здесь. Это тренировочный лагерь. Я поехал на сборы в Дагестан, чтобы подготовиться, потому что соперник, как я сказал, не из легких, не проходной боец. Соперник серьезный, поэтому, чтобы подготовиться к этому бою, я поехал в Дагестан, в бойцовский клуб «Ахиллес». И тренировался под руководством тренера Ислама Алисултанов. Как проходил тренировочный лагерь? Да все прошло прекрасно, все по плану, все четко, как я и хотел. Я полностью готов к этому бою. И, как я уже говорил не раз, 25 числа все увидите. Психологически я готов на все 100%. Я предлагаю уже перейти из зала, так скажем, в интернет, потому что очень много вопросов пришло от наших зрителей. Сейчас, И подожди, просто можно? огромное всем спасибо. Ром. Я к Бавару обращусь, он что-то загрустил и... Так и ему, к нему вопрос зрительский. Я подожди, чтобы не казаться вот каким-то плохим парнем, я на самом деле нормальный гопник, обычный мещовский. Я ему приготовил подарок. Братан. Спасибо. Это подарок. Это подгон. У нас получил, ему отдал. Это Кодред. На самом деле, вот, кстати, к Бавару и пришел вопрос от наших зрителей, которым просто огромное спасибо за то, что они подписаны на Инстаграм, следят за сообществом на Ютубе и написали, по-моему, 1003 вопросов за полдня. И один из вопросов был Бавару следующий. Почему Бавар считает, что он выше уровнем, чем Эмиль Наврузов? Откуда вообще такая инфа? Да, он на всех, Я где-то видел интервью, где Наврузов говорит, 70 категорий, у меня нет вообще равных бойцов, в 93 я там конкурирую там, и практически всех побеждаю. Меня эта фраза чуть задела, потому что я считаю лигу топ-дог одну из самых сильных, я считаю, в мире, если даже анализировать Барнакл. И наша категория 70, я считаю, это очень конкурирующая 70-64 тяжи. Это очень категория, которой пацаны просто максимально заряжены, максимально техничные, разные. И человек, который не был вообще в топ-доге, он не может называть себя там самым каким-то супертехнарем. Но это мое личное мнение. Я никак не хотел его задеть, он хороший спортсмен. Но чтобы называться лучшим, надо пройти вот здесь. Заказать себе, показать. И вытекающий из этого вопрос от тех же самых наших зрителей. Будет ли Эмиль Наврузов драться в топ-доге? Даня? На самом деле у Эмиля Наврузова сейчас дела идут хорошо, предложений для него хватает. Он уже, насколько я знаю, должен драться в промоушене Асхаба Тамаева. Тем не менее, переговоры с ними ведутся. И, возможно, в ближайшем будущем вы увидите Эмиля Наврузова и на топ-дог арене, и посмотрим, как он себя покажет с действительно лучшими бойцами России. Мэтт. У меня вопрос к организации. У меня на самом деле их много, я постараюсь их сейчас задать. Вопрос, Данил, тебе. Я недавно общался с одним из топовых тяжеловесов BKFC, Джошем Бернсом. Он уже возрастной довольно спортсмен. Он говорит, что вообще без проблем садится в самолет и прилетает в Россию. И поверь, его чеки не такие большие, баснословные. И отсюда вопрос, ведет ли топ-дог как организация какие-то попытки и вообще ей интересно привести большую западную, может, возрастную звезду хэви-хиттера и сделать как в «Рокки 4». Я знаю, что не все смотрели «Рокки 4». К сожалению.
Опять покинуть зал. До свидания. Мы предпочитаем просто не говорить, а сразу показывать что-то на деле, поэтому мы не озвучиваем такие вещи. Я бы не назвал это просто попытками, потому что на самом деле мы сейчас ведем переговоры, и уже на следующем, возможно, турнире, который пройдет за рубежом, в Казахстане, этот вопрос тоже очень интересует зрителей, когда же Топ-Дог выйдет за рубеж. Следующий наш турнир будет проходить именно там, и, возможно, уже на нем вы увидите пару бойцов из Bare Knuckle. Можно я докину сразу вопрос? Это очень круто, Данил, это очень круто. Можно я сразу докину вопрос? Сейчас Топ-Дог выходит в прямой эфир на Винк, о чем стоит больше говорить, потому что реально не знают люди, что идет в прямом эфире. Молодые пацаны, не 50-летние мужики. Так вот, он идет в прямом эфире на Винк бесплатно. Архив на Ютубе бесплатно. Будет ли Топ-Дог развивать систему Pay-Per-View или же делать какую-то подписку а-ля Fight Pass? На самом деле, не знаю, кто еще не знает, потому что это наш... Не знают. В Питере очень мало знают, я тебе отвечаю. В итоге, это уже наш, если я не ошибаюсь, третий или даже четвертый эфир Свинг. И ты говоришь, что какие-то люди не знают, но показатели наших эфиров говорят обратное, потому что последний турнир Топ-Дог, который транслировался на Винке, при том, что это только аудитория Российской Федерации, по просмотрам единственное, что его обгоняло в категории спорт, это турниры UFC только с бойцами из России, либо номерные. Потому что такие турниры, как просто UFC Fight Night, имели меньше просмотров, чем Топ-Дог. Это показатели последнего турнира. И теперь такой, с небольшой горечью вопрос, но действительно беспокоит. Перерывы, такое ощущение, что перерывы между турнирами все больше и больше. Да? Хочется, если не турниры, понятно, их тяжело организовывать, они дорогие, большие, масштабные, надо качество повышать, ТДТП, окей. Но может это Топ-Дог разрабатывает какие-либо еще форматы для своего канала? Форматы разрабатываются. Как я уже сказал ранее, мы не любим о чем-то говорить, а любим сразу что-то делать и приятно удивлять. То, что перерывы между турнирами становятся все больше, это кажущийся фактор, потому что пока что мы делаем турнир раз в 2 месяца. И в этот раз это мы себе не изменяем. Турнир пройдет через 2 месяца и 9 дней. Но в связи с тем, что у нас есть договоренность с телевидением, и мы уже вынуждены будем делать турнир 25 сентября, это будет не следующий турнир, не 10-й, а уже 11-й. И поэтому 10-й мы проведем буквально через 1,5 месяца, в начале августа, и потом также через 1,5 месяца уже будет проходить 11-й турнир. Грубо говоря, за 3 месяца вас ожидает 2 турнира. При этом сейчас будет сниматься формат «Ореол возвращается», он уже отснят, сейчас появится еще и он. Конференции также будут выходить более регулярно. Кроме того, у нас открылся наш зал, наконец-таки, несмотря на все тяжести, которые этому сопутствовали. Все могут купить абонемент, увидеть больше живого контента и потренироваться у Real Чемпа и всех звезд Топ-Дога вживую, черпануть какие-то навыки. И, возможно, даже благодаря этому залу и появится какой-то новый контент, связанный с ним и с возможностью попасть на сам Топ-Дог. Просто не будем говорить об этом раньше времени, потому что враги бокса не дремлют, и ты только дай им что-то услышать, они сразу хотят это себе положить в карман. В рот. В рот. У меня вот есть вопрос, кстати, очень хороший. Меня самого очень интересующий вопрос от зрителей, который я хочу вообще задать в 3 стороны. Вопрос звучит следующим образом. Будут ли женские бои и будет ли перстень в женском дивизионе? Этот вопрос хочу сначала задать Дане, потом, может, кто-то из парней, кто сидит из бойцов, скажет, как относится к женским боям. Потому что действительно я вижу очень много хейта в комментариях под женскими боями, хотя я сам их поклонник, считаю, что это real круто. То есть я вижу мало там просмотров и много негатива. И поэтому я прошу и зрителей, которые будут смотреть эту конференцию, написать свое мнение о женских боях, уже конкретно в том месте, где мы его будем читать. Сейчас, Даня, ответь. Что касается женских боев, на самом деле изначально мне очень нравилась эта идея. Я решил это, как я люблю, первым внедрить в нашей стране. И единственное, какое разочарование меня постигло в том, что мы провели 4 женских боя, и я думаю, это тоже разочарование и для зрителя, и почему они их так не любят, и эти бои пользуются меньшей популярностью, чем мужские.
Потому что ни разу ни одна девушка не была отправлена в нокдаун. А все-таки любой зритель, он больше всего любит падение и такого рода зрелища. После этого я уже думал о том, чтобы убрать женские бои вообще из шоу-программы Top Dog, так скажем. Но случилось такое, что в Bare Knuckle уже подписаны 2 бойца и ведутся переговоры по 3-му, и 2 из этих бойцов девушки. То есть факт того, что всего 4 женских боя смогли помочь изменить судьбу 2 прекрасных девушек в нашей стране, заставил меня об этом задуматься, и женские бои должны были вернуться уже на этом турнире, но как раз-таки по одной из них поступило предложение из-за рубежа, из-за чего он сорвался. Я думаю, в дальнейшем вы скоро увидите это возвращение, а раз есть женские бои, то будет и перстень. Вопрос только в том, чтобы находились такие девочки, и желательно, чтобы одна из них могла ронять. Может быть, то, что они не падают, показывают, наоборот, их силу. А я вот хотел спросить, может, кто-то из парней, кто сидит сейчас у нас на трибуне, что-то скажет про женские Я думаю, отношения? вопрос не в том, что кто кого роняет, вопрос немножко в сексистской России, потому что у нас все-таки больше любят видеть женщин на кухне в большом своем, как бы. И, ну, у меня друзья некоторые говорили, блин, ну это женский бой. А я видел этот бой, где 2 Кати дерутся, я орал, я визжал, я просто смотрел, это было потрясающе. Это, наверное, лучший женский бой, который я видел. А потом мне друг, говорит, сидит, смотрит, говорит, ну я не могу смотреть женский бой. Я ему говорю, ну слушай, ты что, охренел, что ли? Они дерутся, блин, покруче, чем мужики. Но я скажу так, что когда и первые бои топ-дога выходили, все тоже говорили, что происходит, зачем это надо, где их перчатки. А сейчас все смотрят только кулачные бои, и все остальное ушло на второй план. У меня вопрос к Искандеру. Меня все еще мучает эта тема, и мне интересно твое мнение. Считаешь ли ты, что тебе повезло, что после 2 боев ты получил бой за титульник? Нет, я их доказал в бою. Ты же сам все видел. Что я видел? Ну, то, что я их отправил. Я считаю, что первый твой соперник был проходным бойцом, потому что тогда еще топ-дог После был моих сырой. боев все ломаются психологически. Что? После моих боев все ломаются психологически. Нет, ну ты не считаешь, что первый Золотой соперник тоже у тебя провел был со мной слабый? весом бой так себе. Ты так не считаешь? Что первый Нет. соперник у тебя был слабый? Нет. Просто мне кажется, что ты избегаешь боя со мной. Поэтому... Ты Нет? доберись, мне без разницы с кем Нет, драться. смотри, Если просто- мне просто предложат ты- хороший гонорар, я выйду с ВДВ. Смотри. Тут, короче, треугольник какой-то. Он избегает боя с тобой, Вован избегает боя с ним. Тут все кто по кругу. Нет, И в итоге смотри. никто не дерется. Смотри, у меня был первый соперник очень хороший, согласись? Ну, нормально. Сейчас у меня соперник такой же, очень сильный соперник. Если я его пройду, то давай сделаем с тобой бой, потому что я считаю, что я буду достоин после этих боев. Ну, еще биться один за бой, там перстень. еще один парнишка Нет, тебя ты вообще подождет. как? Я думаю, если Ты ты как Сначала считаешь? отбейся. Не, зрители как Если- думают? Я если буду пройдешь. достоин, если я выиграю Аниса, если я пройду. Да. Если нокаут будет. Я думаю, перед тем, как дойти до Искандара, если вдруг ты пройдешь Аниса, тем не менее, я считаю, надо еще спросить у него, что он думает по этому поводу. Надо будет пройти проверку с бойцом, которого уже проходил Искандар, с которым вы так не хотите драться на национальной общей волне, что 2 дагестанца не могут сразиться. И самое логичное, мне кажется, будет, если вдруг Гази выиграет Аниса, что он встретится с Золотым за право подраться с 100%. Искандаром. Нет, я же сейчас говорю о другом, то что вот после 2 боев я хочу бой с Искандером, и после этого боя уже можно подумать о бое с Золотым. Там уже После посмотрим. 2 боев в топ-доге больше не бывает титульного боя. Минимум 3 боя, 3-0. И Вопрос, тогда, а если охотник выигрывает, он выходит на Искандера? если охотник выигрывает, он выходит на Искандара. А, понятно. Вопрос из зала. Последний вопрос. У Игоря еще один привет вопрос. еще раз. Раз мы вспомнили, да, про бои, когда кто-то отказывается с кем-то драться или не хочет с кем-то драться, часто ли бывает, Дань, такая история, что парни, не скажу соскакивают, но говорят, это мой друг, там, этот человек со мной там рядом рос, мы там друзья и все такое. Я вот тоже не знаю, зачем. Да мне Я вообще далеко не приветствую эту тему и хочу как раз-таки, вот этот вопрос хороший, сказать сразу всем бойцам, что в топ-доге не работает такая тема, как «он мой брат мусульманин»
и мы между собой не деремся, он дагестанец, я дагестанец и так далее. Создается матчмейкером пары. У нас есть рейтинговая система. И это прежде всего спорт. Тут не имеет значения, кто какой национальности и кто с кем рос. Если у нас, понятное дело, Чибис и Сивы вместе тренируются в одном зале, у них постоянно происходят совместные спарринги, то и никакого смысла не может быть в этом бое. Вот сегодня шла какая-то речь об этом. Одноклубников между собой, как из команды «Орла», там несколько бойцов 64, естественно, нет смысла сводить между собой. Но такой вопрос, как национальность, или мы просто хорошо общаемся, но живем в разных городах, в топ-доге не работает. В топ-доге дерутся жесткие с жесткими, и там не важно, кто какой национальности. Так, ну и хотелось бы... Еще у нас тут есть парочка вопросов от зрителей, которые мы не успели задать. И один из них, я считаю, его нужно озвучить, это «Куда пропал Сазон?». И вот Сазон сегодня у нас находится в зале. А это суета, пацаны, всем! Наконец-то заехал к вам на тусовочку. Меня просто операции все замучили по восстановлению. Сейчас у меня было колено перерывано. Все говорят, год восстанавливаться, но уже прошло 8 месяцев, так что осталось потянуть функционал и буду потихонечку возвращаться. Тут я смотрю, ребята все слабенькие повылетали, остались, да и укрепились более серьезные пацаны. Ну, чтобы я ебанечка не лишался лишний раз, надо будет побольше потренить, побольше, опыта набраться. Так что просто дождитесь, и скоро будет. В твоей весовой как раз-таки есть подходящие бойцы. Это Наим Даудов. Хотел бы спросить, с кем бы ты хотел подраться по своему возвращению? Есть какие-то у тебя кандидаты вообще? Как вообще? Тот, кто один бой провел, 2, 3 и так далее, например. Как ты вообще считаешь? С кем хочешь подраться? Может, кто-то тебе нравится больше? Ну, с кем ты видишь лучшую зарубу, например? Просто интересно твое мнение. Из вот двух бойцов, представленных сегодня. Антон Щипачев и Наим Даудов. Да, я видел ребят, порой смотрю бои, мой весовой, удивляюсь, ебать, понравилось тебе, нет? Конечно, понравилось. И твой бой, и его бой, есть что посмотреть, у кого поучиться и ошибки Он пока вычислить. к нам только спустился, его оценивать не вариант. Он в 90 подрался, 85 килограмм пока смотри. Это я, доктор и так далее, Баширов. Там есть я такие уже свои. вешу 92, брат, так что подожди секундочку. Я там с такой кометой махался, так что мне вообще без Базара разницы. нет. Как его? С кем драться, мне все интересны и без разницы вообще. Ты ПХ 85 вернешься или в 90 плюс? 85. Всё, Там хорошо, 90 что-то, ребята, я не хочу Дай мне кайфануть чуть-чуть. Так что... Понял. Давай выздоравливай, понял. Спасибо большое. Без разницы, реально. У кого дадут, того дадут. Поинтереснее. Андеграунд жив, ребята. Всем хорошего вечера. Я предлагаю закончить с разговорной частью и перейти к битве взглядов. Но перед этим я хочу напомнить вам, что для тех, кто не успел приобрести билеты, 25 мая в 21:00 только на платформах Wings и Megago вам предстоит прочувствовать весь жар, исходящий из нашего ринга. Ну а чтобы повысить градус до предела и пощекотать свои нервы, вы можете воспользоваться удобным приложением Olympbet, зарядив монету на своего бойца. И сделать вы это можете не только в преддверии турнира, но и во время самого действия. А сейчас face-to-face. Давайте, никуда не расходимся. Скоро бойцы будут устраивать битву взглядов. Нужно жаркое шоу и поддержать их. Ожидаем их прямо на местах. Наим Даудов, Антон Щипачев. Анис Челаев, Гази Газимагомедов.
кажется, столько уже выпуск не попадет все равно. Валерий Особов, Егин Муканамшоев. Николай Чибисов, Бавар Ханаков. Алексей Мельников, Мустафа Шарипов. Денис Дула, Макс Федоров. Все, на этом точно все. Всем спасибо. На этом мы сегодня заканчиваем.